привет! Сегодня у нас в гостях Zetka E86 с Николай 52 двигателем, которая приехала к нам на тюнинг выхлопной системы. Сейчас пойдем посмотрим, что мы сегодня будем с ней производить. Мы уже демонтировали штатную выхлопную систему. В первую очередь мы установим прямоточные спортивные коллектора и займемся доработкой глушителя. Смотрите, как здесь сделано неправильно. Кто-то поставил X-Pipe в самом начале. Ребят, это огромная ошибка. Так, по правилам газодинамики нельзя. Не буду вдаваться в подробности, почему, но нельзя. Смотрите, видите, он накалился. Это говорит о том, что у нас здесь происходит избыточное давление, и машине все-таки на повышенных оборотах тяжелее дышать. Это факт. Также обратите внимание, как неправильно сварен X-Pipe. Он имеет разный угол. На входе мы имеем примерно 45 градусов, на выходе мы имеем где-то, не больше 20 градусов. Это неправильно. А теперь смотрите, как правильно. У нас должно быть как на входе, так и на выходе одинаковые градусы, и это должно составлять примерно для 6-цилиндровых двигателей не более 30 градусов. Для V-образных там уже примерно 45, как мы сейчас вот здесь вот видим на входе, видите? Соответственно, вместо резонатора внедрим X-Pipe. X-Pipe должен находиться именно в том месте, где изначально у нас в штате идет резонатор. Это тоже определенные правила газодинамики, с которыми спорить не стоит. Почему необходимо ставить X-Pipe четко в области штатного резонатора, первого резонатора? Ибо первый резонатор играет у нас роль так называемой атмосферы. Это то место, центр примерно резонатора, где высокочастотные волны при повышенных оборотах достигают своего максимума. И чтобы выхлоп не задыхался, чтобы двигатель не задыхался, создает так называемую искусственную атмосферу. В этой области, если вы нажимаете резко на газ, происходит вспучивание газа. И если бы, к примеру, здесь сейчас бы не стоял резонатор, то на определенных оборотах машине было бы тяжелее дышать, и она теряла бы свой определенный КПД. Так что вместо резонатора, чтобы не испортить газодинамический конструктив, устанавливается X-Pipe. Соответственно, с X-Pipe глушитель работает немного громче, но тем не менее он создает дополнительное разряжение, очень актуально в спортивных выхлопных системах. Так, демонтировали штатные коллектора. Кстати, обратите внимание, они уже с вырезанными катализаторами. Я специально положил коллектора с предыдущей модификацией с E90, где вы можете наблюдать достаточно неудачную газодинамическую конструкцию, если можно так выразиться, где у нас трубы сразу сходят все в одну. Причем здесь, если обратить внимание, вот здесь вот сужение такой диаметр. То есть наши BMW-шные инженеры абсолютно не позаботились о комфорте дыхания двигателя. Потом у нас в следующей модификации коллекторов на Николай 52 идет уже вот такая. К критерию пропускной способности у нас идут вот эти вот самые неудачные варианты, потом получше, уже с отводом труб. И вот эти вот спортивные, прямоточные, самые производители на всех оборотах двигателя. Коллектора практически установлены. Вот, в отличие, к примеру, от E90 и других кузовов, здесь коллектор намного проще демонтировать и устанавливать, потому что у нас двигатель смещен немного назад. Вот, и лапы у нас не мешают при установке коллекторов. Устанавливается без лишнего геморроя. Вот так это смотрится сверху. А вот так смотрятся у нас коллектора снизу. Единственный момент, у нас нету коллекторов болтон под E86, у нас есть коллектора, которые максимально совместимы с этим кузовом. Это Николай 52 от E83 X3. Вот есть здесь небольшой нюанс, необходимо немножко подстачивать, 1 мм нам пришлось сточить, чтобы был зазор между теплоэкраном и самим коллектором. Итак, удалили старый X-Pipe, вместо штатного резонатора внедрили наш грамотный X-Pipe. Вот так это все примерно теперь выглядит. Друзья, и вопрос к знатокам. Подскажите, пожалуйста, почему при тик-сварке с аргоновой защитой у нас плохо получается подружить бэушную нержавейку с новой нержавейкой? Вот смотрите, видите, достаточно такие вот безобразные швы получаются. При прогреве металла он как будто бы плюется. Вот это новая у нас получается нержавейка стык, а это, соответственно, бэушка плюс новая нержавейка. Приходится вот так вот это все заливать, и на самом деле нас это печалит, не очень нравится. Подскажите, вот не хватает опыта, может быть, кто-то знает, подскажет. Работы завершены. Вот так это все выглядит снизу автомобиля. Сейчас будем опускать, заводить и тестировать звук. Но заочно мне кажется, что штатная банка будет не справляться, и на высоких оборотах будет рваный звук высоких частот, потому что банка у нас штатная, а теперь, по сути, у нас прямоточная система. У нас нет катализаторов, стоит X-Pipe, и, по сути, все. Но посмотрим, сейчас послушаем.
общем, друзья, как я предполагал, случилась классическая ситуация. Штатная банка не справляется с прямоточной системой. И на высоких оборотах мы слышим достаточно резонирующий, такой режущий звук. Это исправляется с помощью вскрытия и усиления банки. Или, к примеру, как планирует наш клиент, он привезет две банки от ZM, S54 движок, если не ошибаюсь, и мы сделаем ему раздвоенный выхлоп. Звук будет более интересный. А на сегодня я прощаюсь с вами. Пока.